Всем привет, дорогие друзья! Рад снова видеть вас на своем канале Ник Кухня. В преддверии Нового года многие задаются вопросом, а что же приготовить на новогодний стол? Понятное дело, это какие-то салаты, какие-то закуски, кто как любит, может быть канапе, рулетики, не рулетики, но должно же быть основное горячее блюдо. У меня есть на этот счет для вас одна очень хорошая идея. Этот рецепт доступен для всех, готовится он проще некуда. Все ингредиенты есть в близлежащем магазине, даже не обязательно ехать в супермаркет, в обычном мини-маркете найдете. Ну, что я могу сказать? Приступаем. Как вы уже поняли, рецепт у нас будет из курицы. Но прежде чем начать готовить наше блюдо, поскольку оно делается очень быстро и просто, мы включаем духовку, пусть она разогревается, мы ставим и верх, и низ жар. Вот. И ставим на 180 градусов. Вот так. Пускай разогревается. Все. Духовой шкаф включен, пускай нагревается. Так, для начала, для нашего блюда нам нужно сделать соус. Для него нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса. Понадобится где-то 2 столовые ложки с горкой меда. Ой, столовые, господи, чайные. 2 чайные ложки меда. Вот так. Если столовые, то это будет очень сладко. Нам понадобится приправа. Но в моем случае я купил приправу для курицы готовую. Вы можете добавлять любую на ваше усмотрение, какую хотите. Хотите просто перец, паприка, хотите там хмели, сунели. Ну, в общем, кто что любит. Но у меня готовая приправа для курицы. Примерно столовая ложка. Так. И растительное масло. В моем случае оливковое. Ну, примерно где-то, наверное, также 2 столовые ложки. В приправе уже присутствует соль в составе. Но сколько бы я ни пробовал с ней приготовить, не добавляя соли больше, точнее, не добавляя соли, получается еда недосоленая. Поэтому все равно в наш соус надо добавить немного соли. Ну, это примерно, ну вот, чайная ложка неполная, без горки. Поскольку, не забывайте, соевый соус соленый тоже. И перемешиваем тщательно. Перемешиваем тщательно до однородной массы, чтобы мед весь разошелся, скажем так, ну, растаял, что ли, как правильно, чтобы приправа вся заиграла вкусами и ароматами, чтобы соль вся растворилась, то есть чтобы это был равномерно густой, такой тягучий соус. Мешаем. Все, соус замешали. Получился он равномерной консистенции. Отставляем его в сторонку. Пусть он постоит 5 минут, настоится. Все там разойдется. Все вкусы поженятся. Дальше нам надо заняться нашей курочкой. Берем курицу. Я отрезаю всегда все лишнее. На мой взгляд, лишнее. Например, вот эта шейная часть. Ее всегда продают вместе с курицей. Наверное, для веса. Ну, в общем, нам она не понадобится. В нашем блюде мы ее удаляем. Удаляю обязательно кончики у тушки, потому что они зачастую подгорают, а во-вторых, у нас есть братья наши меньшие, которых тоже надо подкармливать. Они же все сидят под столами и ждут, когда им что-то перепадет. И вот с этой стороны, посмотрите, у брюшка вот такие вот огромные жировые вот эти вот части, да, складки. Я их тоже удаляю. Мне не нравится, когда они в блюде. Вот буквально вот так. 1, 2. Ну, давайте уж до конца так покажу. Отрезать так отрезать. Гуска. Многие ее оставляют. Я ее отрезаю. Но я вам покажу просто, как ее оставить, и чтобы она была вкусная. Вот в этом биточке, вот мешочке, он твердый, находится жировик. Его надо просто-напросто удалить. И тогда не будет никакого неприятного запаха, вкуса. Все, жировичок удалили, вот он. Курочка наша готова. После того, как отрезали все лишнее от нашей тушки цыпленка, нам надо сделать на грудке
небольшие нарезы. Ну, буквально штучек по 5. Увидите для чего? Для того, чтобы полностью наша грудка, ну, самое такое, скажем, сухое место, да, грудка, пропиталась соусом. И еще кое-чем нафаршируем. Делаем надрезы. Надрезы в произвольной форме. Вот особо, вот глубина, ну, скажем так, до вот этой вот грудной косточки. 3. Ну, можно еще 1 здесь. 4. Ну, по 4 надреза получится у нас. И с этой стороны. После того, как сделали надрезы, надо нашу курочку замариновать. Для этого сразу же кладем ее в противень. Берем наш соус. И вот так вот поливаем. Поливаем тщательно, чтобы во все прорези соус попал. И сейчас все равно руками будем. Можете кисточкой, ну я руками, а видите, в перчатках. Мне так будет удобно. Сейчас будем ее натирать. Вот таким образом. Грудка будет не сухая, грудка будет сочная. Ножки. Ну и такой массаж. Массаж начинаем делать. Ну, естественно, со второй стороны тоже. Чуть-чуть соуса обязательно оставьте. Где-то половину я сейчас израсходую на курицу, а половина соуса нам еще пригодится. Подмышки промассажировать. Запах отличный. Вот эти, кстати, приправы. Ну, я там не сторонник там готовых приправ. Можно, в принципе, самим там собрать. Особенно на рынке, если покупать какие-то ингредиенты, да, для приправы. Но вот, например, что-что, а покупная приправа для курицы мне нравится очень. Есть особенно пара фирм, там я не буду говорить названия, которые прям, ну, вообще классно. Но они подороже, эти приправы. Вот. Ну, просто настолько сбалансировано все в них там. Даже не надо заморачиваться. Просто эту приправу добавил, чуть подсолил еще и все. И получается просто вкуснятина. Изнутри тоже немножечко промажем. Вот так. После того, как курицу замариновали, отставляем ее в сторонку. Пусть минут 10 постоит, подышит. Подготовим следующие ингредиенты. Для начала нам понадобится бекон. Бекон любой берите, который нравится. Вот у меня вот такая пачечка. Я разрежу его на 3 части. Так. Дальше мы порежем морковь. Морковь порежу вот таким образом. Вот такими ломтиками наискосок. Это кто как любит. Морковь, кстати, по желанию. Хотите добавляйте, хотите не добавляйте. Мне очень нравится запеченная морковь. Вот в сторонку ее отложим. Дальше, например, вот картофель. У нас сегодня сложилось так, что у нас картофель бэби. Поэтому резать я его не буду. Я его просто помыл, даже не чистил. Классная будет она запеченная. Если у вас нет картофеля бэби, естественно, возьмите обычный картофель, почистите его, ну, например, на 4 части. Порежьте. Или дольками, знаете, как по-деревенски в длину. Тоже очень вкусно, кто как любит. Далее нам понадобится лук. 1 луковица. Мы ее порежем вот таким образом. Тоже исключительно для запекания. Крупно. Мельчить не буду. И гвоздь программы — апельсин. Апельсин порежем полукольцами. Отрезаем попки, так скажем. Разрезаем пополам. И вот такими полуколечками. То есть, иными словами, мы сейчас просто подготавливаем ингредиенты для нашей замечательной курочки праздничной. Как пахнет. Запах, все говорят, запах мандарина. Мандарины ассоциируются с Новым годом. А у меня почему-то и апельсины тоже. Я не знаю, у нас всегда, как Новый год, у нас мандарины, апельсины, бананы. Режешь, ну просто красота. Хотя у нас в Сочи немножко новогоднее настроение не так ярко выражено, как на большой земле, скажем, в остальной части России. Потому что у нас нет снега совсем. Совсем нет. Но в горах много выпало, но в горы мы еще не ездили. Потому что пасмурно что-то там, а в горы надо ездить
когда ясная погода, потому что в пасмурную приезжаешь, ну да, то, что вот тебя окружает вокруг, вот в радиусе, да, определенном, ты видишь, можешь этим наслаждаться. А если ты, например, поднялся куда-то в горы, пасмурная погода, ты ничего не увидишь. Просто мгла, пелена и так далее. Поэтому вот пока что мы еще снегом не набалованы в этом году. Но ничего, все еще впереди. Так, ну и что дальше? Мне еще понадобится перчик. Перчик сладкий. Значит, просто точно так же крупно его шинкуем в произвольной форме, вот кто как любит. Тут уже никого учить не стану. Опять-таки, попка нам не понадобится. Перец, вот такие кусочки. Вот. Крупные, то есть, как знаете, как для этого, как это блюдо-то, господи, в сковородке-то я ем, Оль, как оно называется? Аджахури, да. Вот овощи режутся крупно, как для блюда аджахури. Вот, все. Дальше. Приступаем к сервированию нашего блюда. Берем курицу, возвращаем ее обратно. Так, теперь к нашей курице выкладываем картофель. Картофель я уже заранее помыл. Я хочу в этот раз запечь в мундире, то есть его в шкурке, не очищая. Вы можете почистить, вы можете там бэби-картофель почистить, можете крупный. Да вы можете, кстати, крупный не чистить, если крупный картофель хороший. На деревенские вот эти дольки режешь вытянутые, обалденно получается, как картофель по-деревенски, скажем так. Выкладываем равномерно, чтобы вот под крылышки залезала картошка, под курицу. Она сок даст, жирок с нее потечет. И все у нас отлично пропитается, подрумянится. Так, куда еще? Сюда, под ляшечку и сюда. Да? Вот таким вот образом выложили картофель. Далее. В пустые места между этими картофелями выкладываем морковь. Выкладываем тоже как хотите. Ну, лишь бы это было вкусно, эстетично, красиво. Но это же, понимаете, праздничное блюдо. Поэтому делать надо все по-праздничному. Да и вообще красота должна присутствовать везде. В кулинарии так уж тем более. У нас, кстати, духовой шкаф разогрелся. Далее, после того, как выложили морковь, мы выкладываем крупные вот такие кусочки лука. Он запечется, даст сок. Будет просто изумительно. Вот сюда в пустые места. Можно чуть-чуть вот под курочку загнать. Одной луковицы достаточно, больше не нужно. Вот так. Это разделим пополам. Куда? А вот сюда. Вот так положу. Далее кладем сюда перчик. Вот прям во все пустоты, которые есть. Все мы это сюда упаковываем. Все запечется, даст определенное количество сока необходимый. Ну, конечно, основной сок и жирок с курицы польется. Ой, слюни текут. Еще, знаешь, заметил, Оль, нельзя готовить, когда голодный. Потому что, когда хочется есть, начинаешь вот это все делать. Сложно дожить до конца процесса. Я бы сейчас эту курочку просто на раз-два. Так. Ну, красиво, когда круглый противень, да? Да, в круглом противне неплохо. Ну, у кого какой есть, но мне нравится. Прикольно получается. Дальше украшаем. По краю, по краю, ты меня называла. По краю противня ставим вот так апельсинчики. Потому что он тоже даст свой сок при запекании. Поверьте, когда все потечет от курицы, от овощей, плюс с апельсина сок, когда все это поженится на дне противня и будет все это шкварчать и запекаться, это будет что-то с чем-то. Аромат будет стоять самый, что ни на есть новогодний, самый, что ни на есть рождественский, смотря на какой праздник вы будете готовить это блюдо. А может и вообще без праздника вы его решите приготовить.
почему нет. Так. Лишняя папе. Или давай, знаешь как, туда же к луку, да? Оп, вовнутрь. Ничего лишнего. И вот этот кусочек тоже. Вот так. Уберем. Дальше. Дальше пришло время нафаршировать самого цыпленка. А, какой? Стой! Чеснок же еще. Чеснок. Какой цыпленок? Чуть не забыл. Заболтался. Я еще добавлю в наше блюдо чеснок. Я вот крупные зубчики просто разрежу пополам. Я очень люблю запеченный чесночок. Он даст обалденный вкус, обалденный аромат. Тоже я его не жалею. Чуть не забыл, представляешь? И вот так по половинке зубчика, вот в эти пустоты. Где находите, туда и кладите. Одну вовнутрь. Хотя, наверное, правильно меня поправят, скажут, одну внутрь, наверное, правильно говорить, а не вовнутрь, да? Ну, ничего. Мы, как говорится, хоть и люди образованные, но Оксфордов и Гарвардов не кончали. Все. Чеснок добавили. Дальше. Нам нужно сливочное масло и бекон, который мы заранее подготовили. Сливочного масла нам понадобится ровно столько, сколько у нас надрезов на курице. У меня в данном случае 8 надрезов. Если у вас 10 или 15, делайте 10 или 15. Отрезаем вот такие не особо толстые ломтики сливочного маслица. Но и жалеть не надо, поверьте. Все-таки, может быть, в обычной жизни, в обычной кулинарии не понадобится столько масла. Точнее, не надо столько есть, но на праздник, на праздничный стол сам Бог велел. Берем кусочек масла, к нему добавляем кусочек бекона. Вот так заворачиваем и запихиваем в прорези на грудки нашей курицы. Смотрите, показываю еще раз. Берем масло. Оп-оп-оп. Берем вот так бекон, завернули и сюда. Отличный будет вкус, отличный будет аромат. Бекон даст запах такой копчености, знаете, будет очень приятно. Если бекона много, можно в принципе обернуть вот так и в 2 слоя. В общем, все запихиваем в наши прорези. Отделить не могу. Все, нащупал. Стою и ковыряю. Так. Вот так. Едем дальше. Сюда. Маслице растает. Бекон растает тоже. Кто знает, тот знает. Потому что тут же сальцо на нем. Будет просто восхитительно. Тут надо женские руки разделять. Или надо было заранее разделить. Но ничего, мы справимся. Ну, вот так сделаю. Вообще, как сэндвич. Ну, у кого-то может быть бекон тоже куском, и его можно нарезать. Ну, Да, разные же у получаются. кого-то, да, возможно, бруском. Кстати, да, не обязательно бекон, можно грудиночку вот эту брусковую. А есть бекон, наоборот, такой, знаешь, этот, который болтается, такой сырокопченый, тоже, пожалуйста. Тут уже, как говорится, у кого что, я так не могу, но у меня вот такой попался. Это варено-копченый бекон. Отлично. Не сырокопченый, а варено-копченый. Вот сюда. Что у меня? Еще одна прорезь. Ага. И вот так. Сейчас мы. Вот так. Нет, и здесь еще одна. Нет? Нет. Все. Сейчас мы все туда упакуем. Вот. Дальше, смотрите, что мы делаем. Курицу нашпиговали, нафаршировали. Кому надо, вы можете еще ножки нафаршировать беконом. Да, может, давай по одному кусочку, да, добавим. Сейчас мы вот так. Надрез один. И второй. Без масла. Просто сейчас сверну.
И вот так по кусочку бекона добавим в наши ножки. Так даже лучше будет, я думаю. Так. Дальше. Оставшиеся кусочки. Вот таким образом сворачиваем и отправляем сюда же, к нашему картофелю и к нашим овощам. Вы не представляете, какой они дадут аромат, вкус, то, что надо. Вот где место находите свободное, сюда его и засылаете, отправляете. Поверьте, Но выглядит очень празднично. выглядит Сочетание празднично. красных вот этих цветов. Так это еще не все. Если вы думали, что это все. Но, кстати, вот обратите внимание, вроде бы, да, сначала берешь то, берешь все, там, туда запихиваешь, сюда запихиваешь. Но по факту простейшее блюдо. Ну что, взять курицу, натереть, порезать ее. Берем пару кусочков, даже вот так. 3 кусочка возьму, отправлю туда же, внутрь нашего цыпленка. Он потечет, он его закоптит изнутри. Ну, а остальные распределяем уже как получится. Ну, стараемся, конечно, более-менее равномерно, чтобы, чтобы это все было у нас ровно, как это, прямо и перпендикулярно. Так. Вот сюда местечко нашлось. Ну и вот под перчик уберем. Угу. Так. Ну что, по большому счету блюдо наше собрано. Осталось дело совсем за малым. Что нам надо? Помните, у нас осталась половина соуса. Только теперь я, только теперь я возьму кисточку. Мы еще раз вот так наш соус помешаем до равномерной консистенции, а то он мог расслоиться немного, он же стоял тут с краю. И дальше уже кисточкой еще раз вот так тщательно промазываем нашу курицу. Ну, в основном, конечно, промазать надо вот эту часть, где грудка. Ну, и вот эти вот надрезы на ножках. Понятно, что все остальное уже у нас похоронено в нашем противне вместе с овощами. Остальная часть курицы, я имею в виду. Ну, а вот то, что видим, с чем у нас есть визуальный контакт, мы намазываем как следует соусом. Вот так, эти култышечки тоже сейчас все промажем. Вот таким вот нехитрым образом. Все. Остаток соуса мы тоже, естественно, не выбрасываем. Также берем кисточку и вот хаотично, куда попадем, вот туда и попадем. Промазываем овощи, картошку, перчики, в общем, все. Чесночок. Вот так вот. Буквально. Вы знаете, вот еще сразу хочу сказать, это для тех людей, которые любят, слегка сладкий привкус. Вы знаете, из-за меда. Но мед теоретически, те, у кого непереносимость, может аллергия, те, кто просто не любит какой-то сладкий привкус, вы можете его просто не добавлять. Возьмите соевый соус. Возьмите масло растительное, любое, хоть оливковое, хоть подсолнечное. Возьмите приправу вашу любимую для курицы. Вот. Все это дело перемешайте, добавьте туда еще паприки дополнительно. И сделайте без меда. Если хотите какой-то копченый аромат еще дополнительно, можно сделать вместо меда, кстати, тоже сладкий соус барбекю. Покупной, знаете, такой тоже. Размешать в этом соусе, отлично получится. Ну вот у нас вкусы такие, нам нравится. У меня Оля тут купила участника мед, 1,5 литра, да, ты взяла эту баклажку, сколько? 2 килограмма. А, там килограммами как бы, да, но в бутылке 1,5-литровый, что ли, или как это получается? Почем ты взяла? 2000. 2000 рублей. Это вот местный, да, наш, Да. Краснополянский или какой? Ну, какой-то горный, да. Горный мед, да. Отличный мед, поэтому мы вот и в чай, вот Лиза тут болела, молоко делали ей с этим медом. Отлично. Домазываем. Все. Соус у нас изовер, как говорится, кончился. Я вот сейчас возьму остатки вот сюда вниз и вот так сейчас прям, да ладно, приоткрою и внутри еще. Вот так еще вовнутрь. Все. Помазали.
И теперь кульминация всего этого. Нам надо еще немного посолить, но даже не столько курицу, сколько сами вот эти овощи вокруг. Картофель и перчики, морковки. Вот берем соль. Ну, вот так буквально. Присыпаем. У нас опять что-то тут сверлят, пилят под конец года. Вот таким вот образом. Все. Украшения. Ну как украшение? Не только. А я оближу этот пальцы. Отличный соус, но я не буду им класть. Не как украшение. Розмарин даст аромат, поэтому надо обязательно его добавить. Кладем со всех сторон. Вот таким вот образом. Розмарин нам дали наши замечательные соседи. Линда и Илья. Оно у них растет, у нас что-то не растет. Мы пытались в этом году посадить, я не понял, почему у нас 2 огромных куста розмарина померло, и мы ничего не смогли с этим сделать. У других прет, они говорят, возьмите, только возьмите, говорят, не успеваем его нарезать, настолько он быстро нарастает. Так, что тут у нас? Ну что, я вот смотрю на это блюдо, мне даже жалко отправлять его в духовку. Ну какое же оно красивое, друзья. Ну неужели? Ну посмотрите. Это же просто... Мне кажется, вот Новый год так и выглядит, понимаете, как это блюдо. Здесь все цвета. И апельсинчик оранжевый, курочка, бекон, маслица, зеленый розмарин, красный перчик. Да это просто песня. Но ничего не поделаешь. Придется это блюдо испортить, отправив его в духовку. Значит, духовка, как я уже говорил, разогрета 180 градусов ровно на 60 минут. Но в моем случае, потому что я знаю, сколько у меня весит цыпленок, они бывают крупные, бывают домашние, например, там фермерские, бывают поменьше, бывают там такие вот бройлерные, в зависимости от размера. Смотрите, но тем не менее, это должно быть 180 градусов, ну, скажем так, 60-80 минут, в зависимости, я уже говорил, от размера вашего цыпленка. Отправляем. Какая ж красота. Опа. Хоп. И забыли. И забыли. И идем заниматься своими делами. Таймер стоит. Точнее, нет. Сейчас таймер поставлю. Таймер стоит. Так. Вот так. Это 2, да? А сейчас мы попробуем. Так. Ой, разучился. А ведь раньше умел. Ну ладно, все, я пошел заниматься своими делами. Ладно, 60 минут. Ну что, друзья, блюдо наше готово. Прошло у нас в общей сложности не час, а я добавлял еще 15 минут. То есть прошло у нас не 60, а 75 минут. Вот, потому что много всего было в нашем противне, вы видели, собственно. Но, тем не менее, блюдо наше приготовилось. Достаем. Так, это мы, значит, оп, все, выключили. Достаем красоту нашу. Опачки. Порог пошел. Вау. Опа-на. Друзья, что-то мне подсказывает, что эта курица очень сочная. Понимаете? Она запредельно сочная. Ножки, аж все от костей начало отслаиваться. Она 100% готова. 200% она готова. Пока горячая. Но мы ее сейчас обязательно продегустируем. Но прежде, чем продегустировать наше праздничное блюдо, друзья, этим бокалом игристой минералки я хочу пожелать вам всего хорошего в новом 2025 году, проводить добрым словом 2024 год. Для кого-то он был хороший, для кого-то он был тяжелый. Ну, в частности, для нашей семьи, честно говоря, он был тяжеловат. Да и не только для нашей семьи, но и для всей страны. Будем надеяться, что 2025 год, год деревянной змеи зеленой, насколько я помню, он называется, по восточному календарю, принесет нам кардинальные изменения, наконец-то принесет мир всему миру, в наши дома, в ваши дома. И всем хочется еще пожелать, помимо всего этого, самое главное, крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. С Новым годом, друзья! Ну что,
Будем пробовать. Начнем с ножки. Конечно, горячая, но тут уже ждать сил нет. Ребята, она настолько сочная. Вот она, с беконом, посмотрите. Что тут говорить? Бекон потек в эту прорезь. Курица полностью готова, посмотрите. Вот она. Видите, кость отделяется. Просто отделяется запросто от мяса. Сейчас мы еще кусочек мясца попробуем. Но я хочу еще, что я люблю больше всего. Это перчик с картофелем. Класс. Корочка хрустящая, да? Обалденно. Да, корочка хрустящая, а внутри она сочная, она готова. Из нее льется сок. Пряная. Угу. Картошка, ну естественно, вы понимаете сами. Что тут говорить. Теперь смотрите, видите этот бульончик внизу? Это не просто бульон, это сок. Это сок от курицы, от нашей приправы, от бекона. Вот он. Розмаринчик нам не нужен. Это горячо, друзья. Это даже вкуснее, чем сама курица, вы понимаете? То есть курица бесподобна, курица просто бесподобна. Но весь сок вместе с маринадом, соки, которые выделили овощи, такие как перец, лучок, вместе с нашей этой подливочкой, все ушло на дно. И понимаете, весь этот картофель с овощами, он именно в этом соку, он и варился, бурлил. Губами, просто губами. Так, теперь перчик. Где у нас перчик? Вот он. Перчик, а сверху мы положим бекон, который раскладывали. Ой, не положим. Нет, положим все-таки. Секунду. А ну-ка. Пипец, просто. Я не знаю, что сказать. Это офигенно вкусно. Вы сами все видите, сами все понимаете. Празднично. Это, да, ведь, понимаете, самое интересное, я же сказал уже в этом видео, это абсолютно простое блюдо. Да, выглядит оно дорого-богато. А по факту цыпленок, картофель, ну, апельсин, морковь, там, перчик, все. Там розмарин, в принципе, все, его можно убирать. Он свое отдал уже. Очень хороший аромат розмарина. Друзья, блюдо праздничное, простое, недорогое, доступно всем. Я не знаю, что еще надо. Вот так можно вкусно и быстро приготовить основное новогоднее блюдо. В принципе, по большому счету, по этому рецепту можно сделать, ну, индейка большая, такая духовка должна быть огромная. Ну, по идее, можно сделать индейку. Уточку. Уточку можно. Уточку только чуть по-другому. Я бы сначала бы ее подзапек под фольгой, а потом бы снял, бы уже довел до корочки. Хочу грудку попробовать. Вот именно в этом месте, вот, где как раз мы добавляли бекон, маслица. Ой, что-то мне подсказывает, что это экстаз. Течет аж сок с маслом. Пушка. 10 из 10. 10 из 10 просто, ребят. А вот и чесночок наш, видите, подоспел. Кайф. Просто кайф. Морковь. Ну, блюдо невероятное. Блюдо очень вкусное, друзья. Тут можно дегустировать, стоять часами. Ну, на этой ноте прекрасной, наверное, будем завершать наше видео, будем завершать этот съемочный год. Это последнее видео в этом году. Еще раз всего хорошего. Спасибо вам большое, что вы со мной. Огромное
Спасибо за вашу поддержку, за добрые слова, комментарии. Ну, словами не передать, как это важно для нас. Когда заходишь, комментарии читаешь, что-то действительно душевное, что-то доброе, это очень тонизирует, это очень мотивирует. Хочется дальше снимать видеоролики, показывать вам что-то интересное, может быть, что-то из нашей жизни, какой-то небольшой лайф и так далее. Вот. Будьте счастливы, дорогие друзья. Увидимся с вами уже в новом 2025 году. Всего вам хорошего. С Новым годом!